Здравствуйте, друзья! Привет! Меня зовут Катя, и вы на канале о красивых вещах. Сегодняшнее видео будет посвящено вышивке крестиком, а в частности продвижением в работе над вот этим вот сэмплером. Он называется Netherfield, автор Галина Югоренкова. Всем также известная под торговой маркой Совиный лес. Вернее, ее работы известны под торговой маркой Совиный лес. Итак, приступим. Серия вышивок, посвященных книге, роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Первая часть готова была уже давненько, и вот сегодня поговорим о второй части. В прошлый раз я вам показывала работу, которая была немножко меньше вышивки, скажем так, чем на сегодняшний день. И расстались мы на том, что я, возможно, буду делать какие-то замены вышивки. И как раз сегодня, в следующий выпуск я планировала рассказать, что же я такого буду менять. Давайте сразу же с этого и начнем, а потом посравниваем, как замена выглядит с оригинальными ниточками, которые предложил автор. Ключ к работе предоставлен в ниточках DMC, разработан. И, собственно говоря, вот этих вот ниточек, на мой взгляд, простой вышивальщицы, очень красивые. Они нежные, они такие выглядят припыленными, очень гармонично складываются в единую картину, и мне очень нравится. Но, знаете, тут все побежали, и я побежала, и мне тоже захотелось как-то впустить в свою вышивку вот эту вот историю с различными ниточками, с переходами, с нюансами. Я решила попробовать и на свой вкус заказала по интернету, глядя вот в монитор, несколько буквально цветов ниток, которые я попробовала. Давайте сейчас вам расскажу, что я поменяла. Итак, первая моя замена была вот этот вот нежно-голубой цвет. Здесь он представлен в цвете, давайте покажу, 3752, вот этот вот цвет. Сразу же давайте положим. Значит, в первой работе в рамочке этого цвета не встречается, а во второй работе ура-ура есть, потому что здесь мне очень сильно не хватало голубого. Единственное, вот даже не голубое, а скорее серое пятно было, серый участок вот на платье Кити и на жакетике Джейн. Но этого было очень мало. Я, как человек, который очень любит холодную гамму, особенно вот голубые, синие, серые, очень страдала тут по этому поводу. И ура-ура, во второй части в рамочке есть немножко голубого. Поэтому я заменила вот этот очень красивый, он сам по себе очень красивый цвет, но я заменила его на ниточку Liberty Gentle Art. И вот у меня получились вот такие вот голубенькие, нежно-серые переходы в цветах. Их вообще, если сказать по правде, я не вижу. То есть вот здесь, видимо, как-то надо вышивать сразу большой кусочек, чтобы увидеть, потому что нюансы, прям нюансы, переходы очень нежные и тонкие, их на самом деле не видно вот на таких маленьких участках. Дальше я купила ниточки вот такие вот от Crescent Colors. Sea-Shelly, морская ракушка. И вот этим розовым я выполнила вот эти вот цветочки, элементы цветочков на рамке. Вот эта ниточка уже имеет контрастные участки окрашивания, более ярко выраженные. Есть светлые ниточки, участки есть потемнее, поярче вернее. И вот этот переход уже виден даже внутри одного цветочка. Вот эта вот более выигрышная ниточка смотрится. Так, и третья нитка, которая пошла в работу, это ниточка от Wix Dye Works в цвете Papery. Ниточка яркая, она имеет очень хорошо различимые переходы, и цвет очень приятный. Он такой не совсем естественный, не совсем натуральный, но тем не менее я решила попробовать, вернее, у меня была задумка включить вот эту нитку вместо основной ниточки, которая у меня закончилась, это 522, да, она используется вот здесь, вот в этих участках, в нежно-зеленых в рамке. Я хотела использовать вот эту нить, но я решила, что это будет перебор, потому что она очень яркая, насыщенная, и оставила вот эту ниточку только для
зелени вокруг дома. Вот вы видите, что она очень яркая, контрастная, особенно на белом фоне, такая симпатичная выглядит. И вот здесь вот будет большой цветок, тоже с зеленью, и я думаю, что мы вот так вот прямо вот это вот все и будем использовать. Цветочки такие сделаю, основу такую, хотя вот здесь вот у меня яркие цветочки, это ниточка в цвете 38-32 по ключу. Она поярче немножко, но тоже очень хорошо смотрится. Может, как-нибудь я их смиксую. Вот так вот. Вот, это все замены, которые я сейчас на сегодняшний день сделала. Вообще, при покупке ниток я купила еще один цвет. Это цвет тоже от Wix Dye Works Terrapin. Он вот такой вот темно-зеленый, болотненький. И его я как раз хотела тоже пустить вот здесь в рамку. Но все-таки не стала, потому что был бы перебор, было бы слишком контрастно, ярко, и все-таки не хочется, чтобы сэмплеры друг от друга сильно отличались. Хочется, чтобы они были в одном цветовом решении, потому что если они будут висеть рядом, и как-то они должны гармонировать. Я прошу прощения за некоторые звуки. У меня сейчас есть помощник, и вот он никак не успокаивается, пока я не сниму. Сказал, из комнаты не уйдет, будет контролировать процесс, поэтому он вот ходит, стучит коготками и иногда залезает туда, куда ему не надо. Это слышно, извините. Итак, я постараюсь все вырезать по максимуму, но не все, не всегда можно вырезать. Давайте сравним, как получаются обе каймы. В принципе, они друг с другом сочетаются очень хорошо. Единственное, что сильно бросается в глаза, это разница в розовом цвете. Вот здесь вот он по ключу розовенький, и он совсем-совсем едва заметен. Вот этот цвет мне нравится намного больше, он нежнее и делает сэмплер. Вот этот делает сэмплер приглушенным, таким винтажненьким, а это делает очень свежим, ярким. Я думаю, что в этом ничего плохого нет. Никто нас не заставляет использовать только винтажные цвета, потому что все вышивки, когда они вышиваются, они выглядят, ниточки еще свеженькие, не тронутые временем, и вот такой налет винтажности, он приобретается со временем. Хотя он тоже прекрасен, ну вот пусть они немножко у меня друг от друга отличаются. Вот такая красота. Значит, что я еще выполнила? Я я полностью вышила верхнюю рамочку. Нижняя рамка у меня пустая, я буду сейчас только ее заполнять красивыми своими ниточками ручного окрашивания. Дальше я закончила работу с домом, появилась дополнительно труба одна, труба вторая, полностью зашила окошки. Мне осталось выполнить только вот бэкстич решеточки, тут на всех окнах будет. И у меня по-прежнему не дошит газон, потому что до сих пор я не сходила в магазин и не купила нужные мне цвета. На сегодняшний день у меня уже закончилось два цвета, 512 и 613. Это такой желтовато-зеленоватый. Тоже он очень активно используется в сэмплерах. Очень хочется начать что-нибудь новенькое, и вместе с этим не могу оторваться от сэмплера, потому что и его очень сильно хочется закончить, а времени сейчас настолько мало, что даже думать, если честно, вот это вот все обдумывать некогда, потому что лето, потому что работа, потому что много всего другого. Я еще даже в отпуске не была, я не знаю, пойду ли я, не пойду в отпуск в этом году, получится у меня, не получится. Очень много у нас в жизни перемен, они все очень хорошие, но они требуют такого достаточно интенсивного участия в этих переменах. Как-нибудь я вам расскажу. К сожалению, приходится жертвовать, своим свободным временем и временем на вышивку, но все временно, все это возвращается на круги своя. Уже, видите, я и вяжу, и вышиваю, даже видео снимаю. И мне кажется, все у нас будет хорошо. Вот такие вот у меня изменения сделаны в работе. Я довольна и буду вышивать дальше. Простите мне, пожалуйста, мои прогулы в отчете, в СП. Я очень стараюсь наверстывать. Это уже к моему оправданию вторая работа в этом совместничке. Так что я
как могу, стараюсь. Очень у меня на примете много всяких сэмплеров, но пока не буду раскрывать тайны, пусть будет интересно. Ребята, спасибо вам всем за внимание. Постараюсь снимать хоть небольшие коротенькие видео. Радуйте вы тоже своими процессами. Я смотрю в Инстаграм по всем хэштегам, и по сэмплерам, и по мирабилиям, и по кому только не смотрю. И просматриваю все видео, и вообще очень радуюсь, когда выходят какие-то новинки. В общем, всем вам хорошего летнего настроения и в жизни, и в вышивке. Спасибо за внимание, и